Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня к нам вернулись на коррекцию очень популярные ноготочки. Эти ноготки пересмотрели, наверное, все зрители моего канала. Относились они замечательно. Все отлично. Напишите мне в комментариях, кто видел эту работу. Если кто-то не видел, я оставлю на нее ссылочку. Итак, самое главное, самое основное, самое сложное в этом деле снять стразы, которые все-таки пришли к нам на коррекцию. Потому что стразы, которые до нас добрались, они зубами буквально таки держатся за ноготь, и снять их довольно проблематично. Поэтому снимаем мы их при помощи технических кусачек. Далее фрезером убираем материал, убираем длину наших ноготочков. В данном случае ногти у нас все вниз растущие, очень сильно вниз растущие, поэтому нам необходимо будет поднять клюнувший свободный край на каждом ноготочке. И, соответственно, снять материал таким образом, чтобы на ногтевой пластине у нас оставалось минимум материала, а на свободном крае максимум. Потому что именно благодаря этому объему материала на свободном крае мы и будем поднимать клюнувший кончик. Далее, как обычно, отодвигаем кутикулу, убираем фрезой птеригий, наносим праймер, базовый гель, и на этом подготовка ногтей закончена. Само моделирование сегодня будем производить при помощи полигеля. Этот материал ворвался в жизнь ногтевой индустрии. Очень много мастеров влюбились в этот материал за счет его простоты нанесения. Действительно, это очень просто, очень быстро. Вы сразу же контролируете форму. Эта форма в процессе полимеризации от вас никуда не убегает, не утекает. Поэтому этот материал стал и моим одним из любимых. Ссылочку на мой любимый полигель вы найдете в описании. Этим материалом работается практически 90% моих работ. Кстати, еще один из плюсов данного материала – это скорость его просыхания. Буквально за минуточку материал высыхает на любую толщину. Поэтому еще один плюс – использовать конкретно этот материал. Хотя почему-то многие мастера боятся браться за этот материал, не хотят осваивать что-то новенькое. Напишите, пожалуйста, в комментариях, работали ли вы уже с полигелями и нравится ли вам или нет. Теперь мы с вами переходим к опилу. Как я говорила, ногти у нас были очень сильно вниз растущие. Мы их поднимали. Поднимали за счет выкладывания большого количества материала сверху. У нас на каждом ноготочке получилась вот такая толщина свободного края. Обратите внимание, мы подняли ноготки практически на полсантиметра. И теперь эту толщину нам необходимо убрать. Убираем сначала крупной фрезой для того, чтобы по-быстренькому выпилить весь объем материала, на самом деле, просто чтобы было быстрее. А потом маленькой фрезой уже доводим это все до идеального состояния. Нам необходимо убрать натуральный ноготочек и убрать весь материал, который не ложится в арку. Ну а теперь все самое любимое, все самое красивое. Покрываем ногти, готовимся к дизайну. Сегодня мы будем делать очень нежный дизайн ногтей. Еще не осенний, осеннего дизайна нам в Краснодаре еще не хочется, у нас еще лето. Но тем не менее цвета подберем уже более спокойные, чтобы они не кричали о том, как у нас здорово, чтобы не бесили всех людей, у которых не так хорошо. Поэтому основные ноготочки под дизайн покрываем молочным кремовым оттенком. Тоже очень интересное решение, если брать не белый цвет под дизайн, а какой-нибудь оттенок. Какой-нибудь крем или что-то типа айвори, какой-нибудь интересно бело-желтый оттенок, бело-розовый оттенок, бело-голубой оттенок, в зависимости от того, куда вы хотите
При этом этот оттенок можно делать очень легко и просто, если вы возьмете белый цвет и внесете в него капельку желтенького или капельку голубенького или капельку фиолетового, сиреневенького, в общем, какого-нибудь другого цвета, вплоть до того, что даже коричневый цвет можно внести и получить какой-нибудь интересный оттенок. Поэтому вы можете очень сильно обогатить свою цветовую гамму вот такими вот замесами. У меня же такой новый интересный оттенок цвета появился в готовом виде, ссылочку оставлю в описании. На остальные ноготочки наносим вот такой вот бежево-сиреневый оттенок, тоже довольно интересно смотрится, очень тепло на ручках выглядит, но в то же время цвет уже довольно-таки спокойный. Далее в качестве дизайна я планирую делать литье пигментами, поэтому все вот это безобразие после просушки я перекрываю финишным покрытием, финишем без остаточного липкого слоя, хорошенечко его просушиваю в лампе и бафлю ноготочки, на которых буду делать втирку. Бафлю это в смысле беру бафик и забафливаю поверхность. Я не знаю, как это можно назвать по-другому. Прорабатываю бафиком ногти, наверное, вот так вот будет звучить самоправильно. Но все мастера в этом месте на слове бафлю вообще понимают, о чем идет речь. Ну а теперь переходим к самому интересному. В данном случае мы хотим сделать цветочки. Цветочки мы хотим сделать под втирку пигментами. Втирка пигментами всегда смотрится очень хорошо, очень здорово на черном цвете. Поэтому черной красочкой без остаточной липкости мы вырисовываем для себя форму наших будущих цветов. Я решила сделать вот такие вот интересные лепесточки. У цветочков двухсоставные, какие-то вот с такими вот интересными складками. Поэтому сразу же на этапе создания подмалевка я делаю какие-то сложные формы. Далее, кто уже знает про технику втирки пигментами, знают, что нам необходимо будет просушить наш подмалевок в лампе буквально-таки 10 секунд и на него втирать пигмент мягенькой кисточкой. И после всех этих манипуляций у нас получаются вот такие вот зеркальные красивые цветочки. Уже красиво, уже здорово смотрится, клиентка уже довольна, уже на этом можно остановиться, но нет. Добавляем нашим цветочкам зелени. Вот в этом месте, кстати, клиентка говорила, а может быть не надо зеленого цвета. Не хочу зелени, все так красиво, все так спокойно, зелень будет лишняя. Но я ее уговорила, сказала, если вдруг не понравится, мы всегда сможем убрать. И я оказалась права, потому что зеленая втирка в качестве дополнения к втертому цветочку получилась просто потрясающе красивой. Но, тем не менее, в комментариях принимаю ваши пожелания. Нужны ли были зеленые листочки или не нужны? Давайте посмотрим. Может быть, мне кажется, что они нужны, а на самом деле лишние. Итак, той же самой красочкой без остаточной липкости прорисовываю листочки. Точно так же просушиваю 10 секунд в лампе. Точно так же затираю зеленой втирочкой. Получилась вот такая потрясающая композиция. Далее все это мы перекрываем финишем без остаточной липкости для того, чтобы защитить нашу втирку. И далее делаем объемные элементы нашего цветка. Итак, объемы.
Объемы мы делаем в мазковой технике, используя для этого материал для объемов. В данном случае использована 3D-красочка, ссылочку оставлю на нее в описании. Именно благодаря структуре этой краски получаются вот такие вот объемные, очень вкусные фаянсовые мазочки. Из этого постоянные зрители моего канала могут сделать выводы, что мазковая техника – это универсальная техника в дизайне ногтей, но используя разные виды материалов в мазковой технике, можно получить совершенно разные эффекты в дизайне. Получились у нас вот такие вот потрясающие объемные фаянсовые цветочки. Они ни за что не цепляются, они очень плоско выполнены, они совершенно отлично будут носиться. Немножечко белой красочкой подчеркиваем дополнительно самые объемные грани в лепестках, и на этом у нас дизайн готов. Время выполнения этого дизайна сокращено до минимума. Выполнение всех 4 пальчиков заняло ровно 15 минут. Поэтому дизайн у нас простой, дизайн у нас быстрый, дизайн у нас совершенно без заморочек. Главное просто уметь пользоваться материалом и иметь хороший качественный материал под руками. На самом деле серия вот таких вот цветочков, наверное, у меня на этом не закончится, потому что действительно вживую эти цветы выглядят просто потрясающе, очень вкусно, очень интересно. Клиентка прямо-таки подпрыгивала на стуле, да и в инстаграме все, кто смотрел сторис с этой работой, были в полном восторге. А вы, кстати, подписаны на меня в инстаграме? Вы смотрите мои сторис? Напишите в комментариях. Итак, вот такая работа у нас сегодня получилась. Очень красиво, очень вкусно, очень интересно смотрятся вот эти объемы. Очень сложно снять на видео эти объемы, потому что свет не подчеркивает их, а забивает. И нужно искать именно то расположение света, при котором объемы хорошо видны. Но, надеюсь, мне удалось передать для вас все великолепие данных цветочков. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!